Всем привет, друзья! Как вы уже могли догадаться за видом за моей спиной, тема сегодняшнего выпуска будет посвящена внешней отделке. Я вам расскажу про материал, про трудности, с которыми я столкнулся и, конечно же, про цены. Материал, из которого сделана внешняя отделка моего дома, это фиброцементный сайдинг Кедрал. Почему я выбрал именно Кедрал? Но дело в том, что с самого начала я рассматривал разные варианты внешней отделки, включая фасадную плитку Техно-Николь Хауберг, какие-то другие пластиковые панели, но в итоге я пришел к тому, что фиброцементный сайдинг это, наверное, одно из самых красивых, простых, ну как простых, более-менее простых решений, но, соответственно, по цене оно выше, чем другие варианты, и монтаж его тоже не самый дешевый. У Кедрала относительно большая палитра цветов, все панели имеют текстуру дерева, и, соответственно, так как это фиброцементный сайдинг, он не боится ни влаги, ни солнечных излучений, и, соответственно, он очень долговечный. Внешнюю отделку, конечно, делал я не сам, потому что я бы не осилил такой объем, да и, к сожалению, сейчас с временем свободным очень сложно. Работы по монтажу я заказывал у одной фирмы, она более-менее проверенная, они уже делали тоже внешнюю отделку из Кедрала в СИП-доме у моих знакомых. Про этот дом я, кстати, уже рассказывал. И про внешнюю отделку я тоже рассказывал в одном из предыдущих выпусков. Вообще, изначально я хотел, чтобы дом был в синем оттенке. Ну, не в светло-синем, а что-то вот прям ближе к темно-синему. Но, к сожалению, у Кедрала я не нашел такого цвета. И что-то близко к этому — это цвет грозовой океан. Но когда уже начали заказывать материал, то на складе сказали, что грозового океана в России вообще нету, и он не особо ходовой цвет. Поэтому пришлось выбрать самый приближенный к этому цвету, это ночной океан. Это такой же оттенок, только он чуть-чуть светлее. И, в принципе, мне, наверное, даже повезло, потому что если бы изначально был бы первый цвет, который я хотел, то он прям вообще темный. Просто на фотографиях в интернете он смотрится одним, а в жизни он другой. И вот этот ночной океан, он оттенок такой же, но чуть-чуть светлее, и на солнце он смотрится прям вот вообще хорошо. А вообще ситуация с Кедралом на тот момент, когда я заказывал, была довольно напряженная. Даже вот этого цвета ночной океан не было в нужном мне количестве. А мне нужно было 390 досок. В наличии было, если не ошибаюсь, что-то 100 или 150 досок. И, соответственно, мне пришлось сделать полную предоплату и ждать еще 2 недели, когда его поставят в Россию. Соответственно, из-за ожидания, когда приедет Кедрал, работы по внешней отделке начались на 2 недели позже. Также я столкнулся с такой проблемой, что не было в наличии ни на складе там, где я заказывал Кедрал, ни вообще в других магазинах в Москве, в которые я звонил, официального корректора под мой цвет. Это краска, которая выпускается именно в такой же цвет, как сами доски Кедрала. И она служит для того, чтобы замазывать какие-то там царапины, там шурупы, ну вот такие вот сколы небольшие. Поэтому мне пришлось отрезать кусок Кедрала, ехать в строительный магазин и искать примерный оттенок. К сожалению, а, наверное, больше к счастью, в стандартных цветах такого оттенка вообще нет. Большое спасибо тем консультантам, которые были в магазине. Они подобрали мне цвет и сделали колировку. Много краски для этих целей мне было не нужно, поэтому я взял самую маленькую баночку, которая там была, и краска вместе с колировкой обошлась мне в районе 600 рублей. Строители ко мне в дом заехали 17 февраля, все работы они сделали за 16 дней, и, соответственно, выехали они вот 5 марта. Поселил я их у себя в новом доме, заранее подготовил им комнату, туда провел, соответственно, розетки, свет. Ну и, в принципе, этого было достаточно. Все вещи, там, кровати, матрасы, все прочее, все, что им было необходимо, они привезли с собой. Углы, ветровую доску и откосы на окнах я решил делать из металла и коричневого цвета. Хотя изначально внешние и внутренние углы на доме и откосы на окнах я хотел делать из Кедрала белым цветом, вот как я ранее выкладывал у себя в Инстаграме картинку и в сообществе на Ютубе. Но когда ко мне приехал на замер представитель строительной компании, где я заказал внешнюю отделку, то я ему сказал, давайте углы и
окна сделаем тоже кедралом, но белого цвета. Но он обратил мое внимание, что в таком случае в палитре моего дома будет не два цвета, а три, а это будет уже не очень красиво. И действительно, после этого я уже так примерно прикинул и понял, что вот если бы хотя бы окна были белого цвета, то тогда бы это, да, смотрелось довольно неплохо. А так как я окна изначально заказывал с коричневой ламинацией, за что, кстати, переплатил там порядка 35 тысяч, то здесь уже вариантов нет, поэтому пришлось выбирать железные углы коричневого цвета, чтобы они сочетались с окнами, с крышей, с коричневыми софитами, ну и, соответственно, с моими входными дверями. И поэтому прямо до момента, пока не начали монтировать кедралы, я очень сильно переживал и думал, что железные вот эти углы будут смотреться не очень красиво. Но, в принципе, получилось довольно неплохо, и все смотрится гармонично и симпатично. Да, вполне вероятно, что белые углы из кедрала в сочетании с белыми окнами смотрелись бы более интереснее. Но получилось как получилось. Поэтому здесь я вам советую при строительстве дома уже примерно понимать ту палитру цветов, которую вы хотите сделать в внешней отделке. Строители монтировали кедрал на деревянную обрешетку для того, чтобы обеспечить вентиляцию фасада. Так как я решил не утеплять дом снаружи, то рейку для деревянной обрешетки использовали 20 на 50. Это такая же рейка, которой строители при строительстве дома крепили ветрозащиту. По окончанию работы у меня осталось 30 досок кедрала. Это примерно на 15-16 квадратов. Упаковка деревянной рейки для обрешетки, тоже она там пригодится для любых целей. По-моему, одна или две трубы для водостока. Кстати, она тоже пригодится, вдруг мне надо будет где-то там удлинить водосток или там прям направить его в будущий дренаж, который будет сделан. Несколько досок, по-моему, если я не ошибаюсь, штук 5 софитов. Тоже, наверное, где-то мне в будущем пригодятся. Работа по внешней отделке дома на самом деле еще не закончена, потому что я не заказывал монтаж цоколя. Этого делать я не стал только потому, что сначала нужно сделать отмостку, а уже потом делать цоколь. Из чего цоколь делать я еще на самом деле не решил. Наверное, это будут какие-то пластиковые панели, а может быть это будут фиброцементные тоже панели. В общем, это, наверное, я уже буду делать в этом сезоне теплом, ну, в смысле летом, либо, наверное, в следующем надо будет смотреть уже по финансам. Также на террасах и на балконе нужно будет сделать полы и деревянные перила. Но буду это делать уже, конечно, сам. Я уже посмотрел чертежи для перил. Сложного там ничего нет, но единственное, что я не знаю, успею ли я это сделать в этом теплом сезоне или это уже на следующий год. И когда на улице наступит уже теплая погода, сейчас я прикидываю, что, наверное, это будет на майских, нужно будет помыть фасад с помощью мойки высокого давления, потому что сейчас он очень пыльный после его монтажа, и не только кедрал, но и софиты. Вполне вероятно, что летом при сильных дождях сам кедрал, наверное, обмоется, но софиты дождь все-таки не достанет, поэтому нужно будет мыть вручную. Также я специально строителям сказал, чтобы они не обрезали мне вент-каналы, потому что там фильтры, об этом я рассказывал в ролике про умную вентиляцию, и я сейчас пока не знаю, насколько у меня вентиляция будет заходить внутрь. Поэтому, когда я закончу уже с монтажом вентиляции, я хочу ее сам обрезать и, соответственно, накладки с внешней стороны покрасить цвет фасада. Но еще не решил либо в цвет кедрала, либо в цвет уголков железных, окон, ну, в общем, в коричневый. Ну и какие же впечатления у меня сложились о работе по внешней отделке? Понятное дело, что сделано не идеально, но и что сделано плохо, я сказать не могу. Здесь, наверное, больше всего уместно такое выражение, как цена-качество. Вот и плавно мы подошли к ценам. Значит, весь материал, сюда входит кедрал, ветровая доска, водосточная система, деревянная обрешетка, углы, саморезы и прочие другие расходники мне обошлись в 633 590 рублей. Стоимость работ по монтажу полностью всей внешней отделки, включая водосточную систему, мне вышла в 365 тысяч. То есть общая сумма вместе с материалами и работами у меня составила 998 832 рубля. Но округлим эту сумму ровно до 1 миллиона, потому что отдельно я еще докупал краску, про которую я говорил для кедрала, и какие-то там еще маркеры, и что-то по мелочи. Ну, я думаю, что на это я потратил не более там 2000. Поэтому
будем считать, что внешняя отделка моего дома обошлась мне ровно в 1 000 000. Площадь внешней отделки составила 248 квадратов. Бригада строителей состояла из 2 человек, и, как я уже говорил ранее, все работы они сделали за 16 дней. Дорого это или нет, к сожалению, я оценить не могу, потому что я не делал расчет внешней отделки из другого материала, ну, к примеру, там, из каких-нибудь пластиковых панелей. Я даже, в принципе, не знаю, сколько они стоят, поэтому, когда мне сделали расчет на Кедрал, то и выставили вот эту цену в 998 тысяч, то она меня устроила, и я согласился. Но могу сказать одно, что после того, как мне уже привезли Кедрал и начались работы по монтажу фасада, я зашел ради интереса на сайт, там, где я заказывал Кедрал, и увидел, что он подорожал на 20 рублей за одну доску. Ну и, скорее всего, в связи с последними событиями, которые происходят у нас, я думаю, что и весь остальной материал также вырос в цене. В общем, еще один важный пунктик из планов на этот год, да и вообще по строительству дома, выполнен. Теперь можно не переживать, что ветрозащита и СИП-панели будут портиться от воздействия солнечных лучей. Еще один небольшой совет, друзья, если вы собираетесь вешать на дом гирлянду, то покупайте сразу у одного продавца или его там будете покупать сразу полностью весь метраж, который вам нужен. И не делайте, как я купил гирлянды, хотя у одного и того же продавца покупал на Озоне, но разными партиями. И вот что я получил. Слева у меня один вид гирлянд, с правой стороны у меня другой вид гирлянд. И вот то, что слева, это всего лишь, конечно, 24 метра, мне не хватало, поэтому пришлось вот докупать. И они другие, у них нити длиннее, соответственно, там больше белых огоньков, и смотрятся они чуть-чуть по-другому. Критично это или нет, ну, не знаю, но в глаза, конечно, бросается. В общем, вот такой получился выпуск. Надеюсь, что информация была интересна, а для кого-то даже и полезна. На этом я прощаюсь. С вами был Вадим, проект 22 сотки. Здесь мы говорим про строительство дома и загородную жизнь. До встречи в новых выпусках.